Всем привет! С вами канал Lime Plus, и сегодня я вам хочу показать один очень хороший народный рецепт. Это редька с медом. Этот рецепт очень хорошо при простудных заболеваниях и от кашля. Редька вот такая вот обычная, черная. Чем свежее редька будет, тем получится качественнее наш сиропчик от кашля. Сама редька богата железом, витамином А, В, эфирными маслами, кальцием, серой. Мед, он оказывает противовоспалительный, бактериальный эффект, иммуностимулирующий, антибактериальный. Мед может быть абсолютно любым. Самое главное, чтобы он был натуральным. Итак, приступим к работе. Для начала нам надо будет почистить редьку. Кстати, есть несколько способов приготовления данного сиропа. Можно сделать в редьке отверстие, туда положить мед и будет выделяться сок, но я делаю немножко по-другому. Я полностью чищу редьку и нарезаю на кусочки. Кусочки могут быть произвольные. И потом смешиваю это все с медом и ставлю вот в такой вот баночке. Давайте вот сейчас нарежем редьку, я вам покажу. Я порезала редьку вот такими вот, произвольными, как я уже говорила, дольками, кубиками. И теперь мы будем складывать ее вот в эту баночку и время от времени поливать медом. Мед мы будем поливать слоями, так как он будет таять и давать сок. Сильно мешать не будем, он сам разойдется. Вот так вот примерно мы положили редьки. Теперь заливаем наш первый слой медом. Много сильно меда не надо. Ну вот так вот, и еще давайте ложечку. Примерно 2 ложечки. Мед у нас жидкий. Сок дастся быстро, я думаю. Так, теперь продолжаем. Еще редьку накладываем. Так, вот редьку, сюда можно ложечку меда. Вот так вот мы ее немножко потрамбуем. Так, и дальше приступим. Это лекарство простудное, очень хороший народный рецепт. Но его многие забыли. Знали раньше? Все раньше знали. Раньше не было такого большого количества аптечных лекарств. Поэтому наши бабушки пользовались вот такими вот народными средствами. Так вот немножко потрамбуем, чтобы у нас все влезло. Ну а потом с появлением магазинских сиропчиков о многих средствах забыли просто-напросто. А зря. Вот эта вот редька, она очень хорошо помогает и взрослым, и детям. Взрослым принимать нужно по столовой ложке 3 раза в день, а детям по чайной ложечке тоже 2-3 раза в день. Если маленькие детки, можно по пол чайной ложечки. Вот так вот хорошенько сверху поливаем медом. Так вот немножко. Можно еще. И закрываем крышечкой. Закрываем крышечкой и ставим в прохладное место на день-два. Но это надо смотреть по обстоятельствам. Что у нас получится, я вам покажу. Пока что вот так. Прошло несколько часов. У нас образовался вот такой вот сок. Ну, чуть-чуть меньше суток. Вот, посмотрите, как у нас получается редька уменьшилась в размерах. Помните, мы с вами набивали, прямо набивали, а получилось вот так вот. Сок вышел, запах такой редьки ядрененький стоит. Теперь нам надо вот это вот все дело слить. Получается, сольем вот сюда вот в чистую посуду. Ну и все, и лекарство готово. Некоторые вот после того, как сольют, еще раз можно сюда меду положить. И редька еще нам какое-то количество даст соку. Но если у вас с редькой дефицита особого нету, думаю, что такого дефицита ни у кого нет.
Редька, даже если сами не нарастили, ее можно, в принципе, в магазине купить. Лучше делать все это со свежей редькой. Мы на второй раз не делаем. Но вообще можно. Я знаю, что так делают. Вот. Видите, меда тут вообще не осталось. Вот чистенькая редька осталась. Она стала такая вот мяконькая. Что вот, как бы вам показать, она такая вот обезвоженная, как-то она отдала сок. Ну и все, вот получилось вот столько сиропчика. Теперь будем лечиться. Но если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!